Все вы, наверное, слышали о таком понятии, как потолок мышления. Это такой невидимый потолок, который вам не удается никак пройти, чтобы выйти на новый уровень заработка. К примеру, у человека уровень заработка $200 в месяц, и он хочет выйти на $1000 в месяц. И он думает, как это сделать. В основном ответ, который дают бизнес-тренера, будет следующим. Нужно поменять мышление. Приведу пример. Когда мне было около 20 лет, я выиграл мои первые 2 тендера, которые были на сумму около 2 миллионов тенге. Что равно на то время 11 тысяч долларов. И все время я крутился вокруг этой суммы. То есть я мыслил вокруг нее. Я думал, так, сейчас тендер я выиграю на 500 тысяч, или там на миллион, или на 1,5 миллиона, ну максимум 2 миллиона тенге. И как-то раз меня позвали на встречу 2 дядьки. Один из них был очень большой, в прямом смысле, физически. Таких людей каждый день не встретишь на улице. И у нас был с ними диалог по поводу тендеров. До этой встречи с одним из этих дядькой у меня был отдельный разговор. И он был примерно следующий. Есть у тебя большие тендера? Я такой, ну, да, есть. Какие? Я такой, ну, есть. Ну, 2 миллиона есть. Он такой, нет, большие. И я такой, опа. Ну, есть на 10 миллионов. Он такой, не, ты не понял меня. Меня меньше ярда не интересует. И вот тут мое мышление моментально испытало стресс, поломалось и тут же родилось новое. Вы представляете себе, это мое мышление на 2 миллиона тенге, с которым я пришел к нему, и он меня меньше ярда не интересует. Он буквально открыл мне глаза, что вообще бывают такие тендера. То есть я даже не мыслил о таких тендерах. И мое мышление моментально поднялось на новый уровень. Второе поднятие моего мышления на новый уровень было, когда я учился в университете. В Международной академии бизнеса мы проходили, какие виды проектов существуют. И оказывается, они бывают не только по размеру инвестиций, но и по долгосрочности. Все знают, я думаю, что бывают проекты на 5 лет, на 10 лет, на 15 лет, это уже считаются долгосрочные проекты. Но нам показывали один уникальный проект, который был на 100-200 лет. 200 лет. То есть те люди, которые запускали этот проект, они мыслили в категории года. Они знали, что они уже умрут, а их проект еще даже не будет достроен. Это самый долгосрочный проект на планете Земля, что я слышал за свою жизнь. Третий мой взрыв потолка был, когда я принял ислам. По милости Аллаха я поднялся на уровень элиты. Это самые мощные бизнесмены этой планеты. Они не мыслят категориями цифр и лет. Они мыслят категориями бесконечности. Они не ограничены земной жизнью. И это в действительности мышление. То есть это не просто слова, это ежедневное мышление. Человек так думает. Он просеивает все проекты, что поступают к нему ежедневно, и все предложения через эту категорию. И так же, как этот дядька просеивал все через ярд, то есть все, что ниже, его не интересует. Так же и они. Они говорят, нет, ты не понял меня. Меня меньше награды в вечной жизни не интересует. Это те, о которых в Коране Аллах сказал: поистине, те, которые читают Писание, совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили, тайно и публично, надеются на торговлю, которая никогда не будет в состоянии застоя. Итак, еще раз. Те, кто читают Писание, совершают намаз, расходуют из того, чем мы их наделили, тайно и публично, надеются на торговлю, которая не будет никогда в состоянии застоя. Это обещание Аллаха. Это слово, которое употреблено в арабском языке, тиджара.
Тиджара можно перевести как торговля, можно перевести как сделка, коммерция. В современном языке мы, в общем, говорим бизнес. А что касается никогда не будет в состоянии застоя, по-другому можно перевести как где товар никогда не будет залеживаться на складах. Я думаю, каждый бизнесмен знает важность того, чтобы его товар не лежал просто так на складе. Конечно, те, кто мыслит категориями вечности, и те, кто мыслит на ярд, им будет тяжело друг друга понять. Им будет тяжело понять их, им будет тяжело понять их. Точно так же и тем, кто мыслит даже на 200 лет его проект, ему будет тяжело понять тех, кто мыслит на бесконечность. А ему будет тяжело понять их. И так дальше. Те, кто мыслит на ярд, им будет тяжело понять тех, кто мыслит на 2 миллиона или 11 тысяч долларов. А им будет тяжело понять их. Те, кто мыслит на 2 миллиона, им будет тяжело понять тех, кто мыслит на 1000 долларов. А им тяжело тех, кто на 200 долларов мыслит. А те, кто мыслит на 200 долларов, им будет тяжело понять тех, кто мыслит на том, чтобы просто ему сегодня было что покушать, кусок хлеба и где поспать. И наоборот. И если вы уже здесь, то благодарите Аллаха. А если вы еще здесь, то я приглашаю вас в круг бизнесменов элитного мышления. Тех, которые не мыслят ограниченно, а мыслят категориями бесконечности. Тех бизнесменов, которые надеются на торговлю, которая никогда не будет в состоянии застоя.